Всем привет, с вами Артем, и мы начинаем новое видео. Вы спросите меня, а почему же я не делал видео раньше? Дело в том, что на самом деле я делал. У меня был ролик, который я снимал очень долго, мне даже пришлось, как бы это помягче, попросить своих соседей покинуть кухню на целый час. Я снимал видео под названием «Должен ли художник голодать?». Я рассказывал о том, как можно зарабатывать фотографу, на чем, нужно ли зарабатывать именно фотографии. Но видео получилось очень длинным и очень скучным. Я не осилил даже монтирование, монтаж, как правильно. Короче, если вам все еще интересна эта тема, напишите в комментариях, я что-нибудь придумаю, организую что-то поинтереснее. Вообще там был довольно забавный формат, это было все на кухне, я готовил в это время есть. Готовил я блюдо условно итальянской кухни, потому что недавно я взял место в шорт-листе в конкурсе Siena Awards International, что-то там, но проблема в том, что эти ребята почему-то не опубликовали шорт-листы, видимо они вообще этим не занимаются, поэтому вроде бы ты попал в финал, но вроде бы это никак нигде не отмечено, ты не можешь этим похвастаться, кроме как носить письмо, где написано «Поздравляем, вы попали в шорт-лист». Короче, тоска какая-то, если честно. Ну ладно, наша сегодняшняя тема куда более глубокая, чем заработок для фотографа. Сегодня мы будем обсуждать такую насущную вещь, как творческое выгорание. Думаю, с ним сталкивались все. Как вообще понять, что у тебя творческое выгорание? И, между прочим, понять, что у тебя выгорание, это самое важное в решении этой проблемы, потому что многие не подозревают, что у них творческое выгорание, и они продолжают пахать и пахать и пахать, из этого не получается ничего хорошего, просто траты сил и ресурсов. Творческое выгорание – это либо когда вам вообще не хочется фотографировать, либо когда вам не хочется даже на улицу выходить, потому что вы знаете, что у вас ничего не получится, и вы не хотите даже видеть кадры, которые могут сложиться перед вами. Либо, может быть, вы ленитесь носить с собой фотоаппарат, как раньше, всегда через плечо или там на груди, чтобы всегда реагировать на ситуацию. Может быть, вам вообще не хочется делать ничего творческого. Вам не хочется даже теорию фотографии изучать. Если вы узнали себя в одном из этих описаний, поздравляю, вам пора передохнуть. Еще один очень важный момент, и тут, пожалуйста, супер внимательно. Дело в том, что творческое выгорание – это совершенно нормально. Стрит-фотограф, он всегда сосредоточен на улице. Стрит-фотограф всегда должен быть начеку, следить за людьми вокруг, чтобы кадр состраивался, чтобы там геометрия была и свет как надо. И, не дай бог, настройка фотоаппарата собьется из-за неловкого движения пальцем. Короче, ребята, стрит-фотография отнимает чертовски много ресурсов. Мало того, не только сама фотография, но и посмотрите вокруг себя. Что-то определенно вытягивает из вас силы постоянно. Может быть, это работа. Может быть, это недостаток общения, либо наоборот, вы слишком много общаетесь с людьми, и вас просто не хватает на творчество. Может быть, вы интроверт, и вам хочется немного передохнуть. Не забывайте давать себе поблажки, пожалуйста, потому что нет ничего хуже, чем тратить время на съемку, когда ничего не получается. Ну ладно, типа... Может быть, это не так плохо, все-таки процесс это процесс, немного с души камень упадет. Но мне кажется, лучше всего это просто отложить камеру подальше и на как можно больше долгое время. Чем занимаюсь я, когда у меня творческое выгорание? Ну, во-первых, как вы поняли, из-за того, что видео давно не было и в инсте не было фотографий, мое творческое выгорание закончилось буквально пару дней назад. Очень сильным эмоциональным стрессом притом закончилось. А потом меня как будто отпустило. Со мной это происходит, наверное, каждые 2 или 3 месяца. У кого-то это может быть чаще, у кого-то это может быть реже, у всех все по-разному. Как это выглядит, опять же, с моей стороны?
Ну, во-первых, да, я перестаю таскать с собой фотоаппарат. Мне кажется, это бессмысленным. Потом я начинаю играть в компьютерные игры, либо, может быть, регистрируюсь в текстовых ролевых. Ну, знаете, где вы пишете персонажа и играете в соответствии с его характером. Кто не знает, может быть, я как-то придумаю, как эту тему впихнуть в канву фотографий, вам расскажу. Если нет, можете просто спросить меня. Я поделюсь обязательно. Текстовые ролевые — это интересная штука. Мне кажется, для нас, стрит-фотографов, которые существуют в реальности, в объективной реальности, это очень важно иногда отправляться в вымышленные миры и отдыхать там. Знаете, однажды я даже купил себе графический планшет, и я начал рисовать. Я где-то месяц упорно рисовал в графическом планшете. Я тут даже куда-нибудь вставляю свои рисунки, например, сюда, или сюда, или вот сюда. Или я не знаю, сколько у меня их на самом деле нормальных рисунков, поэтому я наговорю чуть-чуть побольше, чтобы это все увидели. Смена деятельности, да, тоже отдых. Рисовать, петь, я еще балуюсь укулеле. Когда не фотографируется, не пишется, не рисуется, я беру укулеле, делаю какие-то каверы, иногда их записываю и отдыхаю таким образом. Укулеле очень медитативный инструмент, оно не требует навыка особо, типа зажимаете аккорды, брынкаете, готово. Очень приятно, всем советую попробовать. Я не упомянул еще одну очень важную вещь. Это то, как нужно относиться к творческому выгоранию. Да, я сказал, что это нормально. Потом я вроде назвал решение проблемы, но важно понимать, что творческое выгорание — это проблема, которую нужно не решать, а которую нужно принять и просто пустить все на самотек. Нет ничего такого, что ускорило бы ваш процесс восстановления. Вы можете только усугубить, и если будете превозмогать себя и идти, снимать через силу каждый божий день, делать какие-то тупые челленджи, из этого ничего хорошего не выйдет. Но я могу сказать такую вещь, что все еще круто носить с собой фотоаппарат. Мое творческое выгорание кончилось недавно, и вот оно кончилось именно в тот день, когда я решил взять с собой фотик. И на обратном пути с работы я увидел офигенный кадр. Ну, знаете, он довольно банальный, типа туман, люди, но мне очень нравится, как вот эти две человеческие фигуры сошлись. Это делает это сложнее, чем кадр с одним человеком в тумане. В общем, я доволен. На следующий день я сделал тоже снимок, который мне очень нравится. Вот он. Потом я продолжил фотографировать. Это я все о чем? Продолжайте носить с собой фотик, если вам не сложно. У меня это полнокадровый Nikon, такая здоровенная хрень. Это довольно тяжело, но тем не менее. Вы можете носить с собой мыльницу, или может быть у вас компактный фотоаппарат, который можно кинуть в карман. Вообще отлично. Не ленитесь, возьмите, никогда не знаете, когда это кончится и что перед вами будет. Терять кадры — это никогда не хорошо. Кадры улетучиваются, как, не знаю, что улетучивается, вода на жаре. Не усугубляйте вашу апатию тем, что вы пропустили хороший кадр. Мне хотелось бы вам показать отрывок из интервью с Дайдом Риамой. В нем он как раз таки говорит, бросал ли он фотографию когда-либо, что он делает, когда он больше не может фотографировать, и ему нужен перерыв. Дайда Риама, дамы и господа, прошу. 飽きることはないです。No, I do never feel that I'm fed up with taking photos. いろいろね、当然自分のね、日常も含めてそのトーンがねダウンしたりさまざまなことはありますけども当然。でも別にそれはないな。けどちょっと、ダウンした時に、ちょっとダウンした時に、いかにしてモチベーションをまた出すようにしてらっしゃるんですか？ちょっとダウンしてね、トーンダウンして、なんかちょっといくら写真撮ってもね、自分の写真が跳ね返ってこない感じがすることってやっぱりあるんですよ。何十年もやってると。でそういう時はちょっと撮ることをやめてね、ぼんやりしてるんです。ただそのぼんやりしながら
一番写真を撮らないときに、一番僕が写真について観念的になっていること、というふうに思いますね。とっても観念的になっちゃって、結局は、ここに一台のカメラがあって、表には日が差してて、光と影の世界で、あ、もうあれ、シンプルにもっぺん撮り始めりゃいいんだ。ということで出ていくわけ。結局、撮らないっていうことは何の意味も僕にとってはないんで、まあそんな感じだよね。Это был Дайда Марьяма. Давайте мы ему похлопаем. Хлопаю в пустой комнате, это немного кринжово. Подходим с вами к концу, давайте подытожим. Во-первых, творческое выгорание случается со всеми. Это нормально, с ним не нужно бороться, это нужно принять. Если форсировать восстановление ваших сил какими-то не очень гуманными методами, типа съемки через силу, пожалуйста, не забывайте отдыхать. Помните, что съемка — это не всегда просто хобби. Это не то, что вам дают родители в 14 лет и говорят: слушай, ты какой-то фигней занимаешься, иди вот, короче, пофоткай, чтобы не думалось, передохни. Нет, съемка — это работа. Она требует ресурсов, она занимает время, деньги там на проезд, на фотик. Короче, отдыхайте. Отдыхайте и отдыхайте. Пожалуйста. С вами был Артем. Господи, подписка, лайк. Я думаю, вы сами знаете. Спасибо, что дождались этого видео. Спасибо, что не покидали канал суматошно. Я вам очень благодарен. Мало того, число подписчиков даже выросло немного. Давайте, короче, до встречи.